Друзья, в этом видео поговорим о каше, как правильно ее приготовить, и что она вам несла именно энергию здоровья и гармонии. Итак, друзья, каша издавна была основным блюдом на столе на Руси. Поэтому давайте узнаем, какие приметы именно с кашей были связаны. Еще издавна наши предки употребляли самую простую пищу. Это каша, суп из свежей капусты или щи и, конечно же, хлеб. Это была самая доступная пища того времени, и у каждой хозяйки всегда в печи стоял горшочек с кашей или тесто на хлеб. Так как каша известна издавна, она обросла поверьями и традициями. И особое внимание, друзья, каше уделяли в процессе именно приготовления, и за ней постоянно наблюдали. Когда каша немного поднималась в кастрюле со стороны отверстия в печи, то это предвещало беду и неприятности. А вот если наоборот, ближе к задней стенке печи, семью ожидало счастье и удача. В этом примете можно насчитать сразу три символа – каша, котелок и печь, смысл которой довольно прост. В сторону выхода из печи значит удача выходит из избы, а если к стене, то это означает, что ждите прибавления в доме. С магической точки зрения духи, живущие в печи, показывают свое раздражение хозяевам дома или отмечают свое уважение. Полный горшок с кашей символизировал всегда достаток и благополучие в доме. К горшкам всегда бережно относились и очень боялись, чтобы они не разбились, ведь это принесет в семью несчастье. Однако это поверье можно нейтрализовать, если кашей угостить домашнего духа. Проводили специальный ритуал. Треснутый горшок с кашей относили на целую ночь в дальний угол, а на рассвете кашу отдавали птичкам или рыбкам в реке, а осколки горшка закапывали в землю. Кашу всегда сдабривали маслом. В случае, если в доме по каким-то причинам не оказалось масла, кашу, друзья, вообще не готовили, ведь считалось, что она потеряет свои полезные качества и магическую силу. Еще с давних времен к нам дошла такая пословица, как кашу маслом не испортишь. На застолье в честь празднования дня рождения всегда готовили кашу. Прежде чем сесть за стол, над головой именинника проводили обряд. Брали пирог и обильно сдабривали его кашей. И потом разделяли над головой виновника торжества. Причем каши следовало намазать как можно больше, чтобы она текла именно по куску пирога. Чем ее будет больше, тем человек будет жить дольше. Каша являлась неотъемлемым атрибутом на крестинок, ведь было заведено гадать именно в этот день. Ложку каши необходимо бросить через плечо. Если ложка приземлится на пол объемной стороной, то скоро вас ждет прибавление в семье, и у вас будет мальчик, а если другой стороной, то девочка. Кашу на крестины готовили по особому рецепту. Насыпали половину горшка помытой гречневой крупы, доверху заливали водой, солили и перчили. Когда каша впитывала всю воду и печь была растоплена, горшок переворачивали вверх дном и ставили в печь, закрыв заслонкой. Вынимали рогачом. На крестины готовили две разные каши. Одну готовила хозяйка дома, а другую повитуха. Повитуха добавляла в кашу мед. Ее каша должна быть крутой, из пшеничной крупы или гречневой. Хозяйская каша должна быть соленой, с добавлением вина, соли и перца. Чтобы привлечь богатство, ребенка укладывали на мех, а горшок с кашей ставили в меховую шапку и так подавали. Пустой горшок, где варилась сладкая каша, раскалывали на столе и осколки выбрасывали в огород на удачный урожай. И к нам дошла, друзья, пословица, связанная с разбитой посудой. Посуда бьется на счастье. Каша хозяев дома поглощалась немного другим способом. Чтобы ребенок рос здоровым и в достатке, папа малыша должен был съесть ложку пересоленной каши и пустую ложку подкинуть вверх. Если в горшке оставалось немного каши, ее следовало поставить как можно выше. Чтобы избавиться от злых духов и нечистой силы, гости веселились, смеялись, шумели как можно громче и разбрызгивали вино на потолок. Кум и кума имели свои роли. Кашу им следовало есть только наружной стороной ложки. Кашу необходимо было поставить на праздничный стол во время обряда крещения. Только в этом случае она приносит достаток, здоровье и удачу новорожденному.
Следуя этой примете, горшок должен быть достаточно большим в соизмерении с земными благами. Поэтому хозяйки старались найти горшок как можно большего размера. Все гости должны съесть до конца саму кашу, которую им положили в тарелку, иначе малыш будет постоянно болеть. А если малыш не доедает кашу, то у него жена будет некрасивой. По старорусскому обычаю было принято кормить отца семейства пересоленной и переперченной кашей. Это давало понять отцу, какие муки испытывает женщина во время родов. Этот необычный обычай укреплял семью. Когда рождался ребенок, было принято пригласить гостей и также варить кашу. На стол горшок с кашей должна была поставить именно кума. Она первая клала туда монетку, а за ней сразу это делали и все гости. Последнюю монетку должен положить крестный папа ребенка. Перед раздачей каши гостям вынимали все монеты на тарелку и заносили маме малыша. На протяжении торжества еду необходимо было нахваливать и желать ребенку счастья, благополучия, здоровья и сил. В Древней Руси люди, которые приходили в гости, всегда старались присмотреться к горшку с кашей. Если он был полон, то хозяева рады гостям, а если горшок уже наполовину пуст, их не ждали, значит. Всегда считалось, что если найти в пище насекомое, то это предвещало неожиданный сюрприз. Иное значение имеет каша, в которую попала муха или мошка. В этом случае в каше не притрагивались и сразу выкидывали скотине. Такая каша, друзья, может навлечь беду. На Руси молодожены кормили гостей обедом именно с кашей. Так они отмечали свой первый совместный семейный обед. Если каша гостям нравилась, они ее хвалили и обещали, что снова придут в гости, когда уже у молодых родится малыш. В наше время главное место на столе во время трапезы занимает совсем не каша. Однако о приметах и их чудодейственной силе помнят многие. Поэтому будем считать, что приметы про кашу наполняют ваш дом удачей и благополучием. Друзья, расскажите в комментариях под этим видео, а часто ли вы употребляете кашу? Каша какую вам пользу приносит? Друзья, ну с вами был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ну а также пишите ваши вопросы и комментарии. Мы, друзья, с вами прощаемся и услышимся уже в следующих эфирах. Пока-пока!